Существует секрет, о котором знают немногие, но он может полностью изменить вашу жизнь. Это нечто настолько простое, что большинство игнорирует это, но настолько мощное, что может открыть двери, которые когда-то казались невозможными. И самое интересное, что вам не нужно никому об этом рассказывать. На самом деле, чем более тайно вы применяете этот секрет, тем быстрее увидите результаты. Жизнь может казаться трудной, когда мы боремся с обстоятельствами, но что если вместо этого вы сможете заставить Вселенную работать на вас? Представьте, что возможности возникают из ниоткуда. Правильные люди пересекают ваш путь, а двери открываются без усилий. Возможно, для кого-то это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тогда продолжайте смотреть, потому что сегодня вы узнаете, что нужно делать в тайне, чтобы активировать эту энергию и позволить жизни течь удивительным образом. Прежде чем продолжить, напишите в комментариях или произнесите уверенно и четко про себя: «Я доверяю потоку Вселенной». Это утверждение уже начнет выравнивать вашу энергию с правильной частотой. Теперь давайте раскроем секрет. Это не просто духовная вера или мотивационная идея. Научные исследования сознания, проведенные такими учеными, такими как Якоба Гринберг, уже доказали, что наша реальность не фиксирована, а является проекцией, формируемой нашим умом. Это означает, что, изменяя свою внутреннюю чистоту, вы можете буквально преобразовать свой жизненный опыт. Гринберг посвятил свою жизнь изучению силы восприятия и тому, как наше сознание взаимодействует с тем, что называется нейронным полем. Это своего рода невидимая матрица, где уже существуют все возможности. Он показал, что те, кто смог настроить свой ум на правильную вибрацию, начинают испытывать синхроничности и необычные события. Другими словами, то, что многие называют удачей или судьбой, не более чем отражение вашей внутренней программы. Но самый важный момент в том, что величайшие прорывы происходят, когда вы работаете в тайне, без внешнего вмешательства. Есть причина, по которой великие духовные мастера практикуют свои дисциплины в тишине. Сегодня вы можете научиться применять этот принцип на практике, чтобы Вселенная начала открывать двери в вашей жизни. Когда вы делитесь своими планами и намерениями до того, как они материализуются, ваша энергия рассеивается, ваша вибрация ослабевает, и внешние мнения начинают мешать вашему процессу. Подумайте об этом. Как часто у вас возникала потрясающая идея, вы рассказывали о ней кому-то, и вдруг ощущали, как восторг исчезает? Сколько раз многообещающий план прерывался сомнениями, которые возникали после того, как вы слышали комментарии третьих лиц? Это происходит потому, что в момент, когда мы делимся своими целями, мы создаем пространство для других энергий, которые могут быть не в согласии с вибрацией того, что мы хотим проявить. Кроме того, каждый из нас излучает определенную вибрацию, основанную на своих мыслях и чувствах. Если вы делитесь своими намерениями с людьми, которые не разделяют вашу энергетику или не верят в вас, это может создать диссонанс, который ослабляет вашу собственную вибрацию. В итоге, делая свои цели известными, мы можем непреднамеренно подвергать себя негативным влияниям, которые могут усложнить достижение желаемого. Кроме того, существует неврологический фактор. Исследования показывают, что мозг особо не различает, когда вы говорите о чем-то или когда вы действительно это делаете. Когда вы раскрываете план до его выполнения, ваш мозг выделяет дофамин, нейротрансмиттер удовольствия, и это создает ощущение, что часть работы уже выполнена. В результате вы теряете часть мотивации, необходимой для реальных действий. Теперь обратите внимание на модели великих достижений. Те, кто построил империи, достиг высоких уровней сознания и совершил необыкновенные поступки, не ходили и не рассказывали всем обо всем. Они сначала действовали, а потом говорили. Когда вы защищаете свою энергию и сосредотачиваете свое намерение, вы создаете сильное вибрационное поле, которого достаточно для материализации вашего желания без постороннего вмешательства. Эта практика не ограничивается только крупными проектами. Маленькие спокойные действия могут привести к значительным изменениям. Если вы хотите привлечь что-то в свою жизнь, визуализируйте и почувствуйте, как будто это уже реально,
Но избегайте делиться этим намерением с другими людьми. Храните эту вибрацию внутри себя, позволяя ей укрепляться. Если вы разрабатываете новый проект, изучаете новый навык или меняете привычку, делайте это без необходимости внешнего одобрения. Тихий, спокойный прогресс создает мощную энергию последовательности. Многие внутренние достижения, такие как изменения в мышлении, эмоциональное исцеление и духовная эволюция, чрезвычайно ценны, но не всегда требуют огласки. Позвольте себе почувствовать эту победу, не ища признания. Вселенная вознаграждает тех, кто доверяет процессу, не нуждаясь в доказательствах кому-либо. Когда вы учитесь скрытно направлять свою энергию, не беспокоясь о мнениях других, вы начинаете замечать нечто удивительное. Возможности появляются в нужный момент, результаты приходят неожиданно, а двери, которые когда-то казались закрытыми, начинают открываться без усилий. Это происходит потому, что ваша вибрация остается нетронутой, не запятнанной внешними сомнениями. Секрет заключается в том, чтобы доверять своей силе больше, чем необходимости в одобрении. Манифестация становится более плавной, когда вы действуете с намерением, но без спешки показывать миру, что именно вы строите. Реальность отвечает на тех, кто овладел искусством молчания, потому что именно в тишине питается истинная творческая сила. Теперь, когда вы понимаете силу тихих, спокойных действий, мы можем углубиться и исследовать еще один фундаментальный аспект, позволяющий Вселенной открывать для вас правильные двери. Давайте разберемся, как подсознание влияет на эту манифестацию. Большинство людей верят, что их жизнь определяется внешними факторами, такими как удача, обстоятельства или возможности. Но правда в том, что все, что вы испытываете, является отражением программирования, установленного в вашем подсознании. Ваши глубочайшие убеждения тонко, но мощно формируют вашу реальность. С детства мы подвергаемся влиянию идей, которые в конечном итоге определяют то, как мы взаимодействуем с миром. Если вы росли, слыша, что жизнь сложна, что денег не хватает или что успех только для избранных, эти сообщения были запечатлены в вашем подсознании и стали автоматическими шаблонами. Даже не осознавая этого, вы можете действовать под ограничивающей системой убеждений, саботируя свои собственные шансы на рост. Подсознание похоже на огромную базу данных, хранящую воспоминания, эмоции и восприятия, которые напрямую влияют на принимаемые вами решения. Оно не различает, что реально, а что воображаемо. Оно просто реагирует на то, что постоянно усиливается. Если ваш ум запрограммирован на недостаток, вы, естественно, столкнетесь с трудностями и препятствиями. Но если вы научитесь перепрограммировать эту внутреннюю структуру, вы сможете настроить свою вибрацию на поток изобилия и позволить открыться правильным дверям. Многие из проявлений, которые происходят в вашей жизни, зависят не только от того, чего вы сознательно желаете, но и от того, что ваше подсознание принимает за истину. Если на глубоком уровне вы чувствуете, что не заслуживаете чего-то или что не способны достичь определенной цели, ваше поведение будет отражать эту веру, и часто это является незаметным. Возможности могут возникать, но если ваш ум не настроен на их получение, вы просто не увидите их или найдете бессознательный способ их саботировать. Чтобы трансформировать свою реальность, вам нужно научить свое подсознание новому шаблону. Это делается через повторение, визуализацию и эмоции, связанные с новым повествованием. Когда вы начинаете заменять ограничивающие мысли на вдохновляющие утверждения и действовать в соответствии с этим новым мышлением, ваша вибрация меняется, и Вселенная отвечает на эту частоту. Если вы хотите перепрограммировать свой ум, чтобы привлечь новые возможности, начните обращать внимание на слова, которые вы используете каждый день. Подсознание сильно подвержено влиянию того, что вы постоянно говорите и думаете. Если вы замечаете, что часто повторяете негативные мысли, это может создавать замкнутый круг. Первым шагом является осознание своих мыслительных процессов и выявление повторяющихся ментальных шаблонов. Важно взглянуть правде в глаза и признать, что вы действительно это делаете. После этого вы можете сделать следующий шаг.
Заменить негативные утверждения на позитивные или вдохновляющие, которые будут поддерживать ваше развитие и мотивацию. Чтобы данная техника сработала, нужно почувствовать правду этих слов. Как и в случае с негативными ментальными шаблонами, они не являются истинными. Но вы когда-то поверили в них, и теперь вы просто познаете свое восприятие. Почему бы вам не поверить во что-то более подходящее? Подсознание реагирует на эмоции, поэтому недостаточно просто что-то сказать. Вы должны в это верить, визуализировать и действовать как человек, который уже живет в этой новой реальности. Когда это становится естественным, изменения начинают происходить почти волшебным образом. Далее мы исследуем еще более глубокую концепцию – состояние потока и то, как оно создает синхроничности, которые позволяют открываться правильным дверям без каких-либо усилий. Наверняка вы когда-либо чувствовали, что все складывается идеально, как будто Вселенная работает в вашу пользу, ставя на вашем пути нужных людей, открывая двери в самый подходящий момент и принося неожиданные возможности. Такое состояние – не удача и не совпадение, а результат глубокого внутреннего согласия, известного как состояние потока. Поток возникает, когда вы полностью присутствуете и связаны с моментом, без сопротивления или страха. Ваш ум не застрял в прошлом и не тревожится о будущем. Вы просто в гармонии с настоящим, позволяя обстоятельствам развиваться естественным образом. Когда вы входите в это состояние, вы начинаете замечать значимые события, которые, кажется, происходят случайно, но на самом деле являются знаками того, что ваша вибрация согласована с реальностью, которую вы хотите проявить. Синхроничность – это явление, изученное Карлом Юнгом, который заметил, что определенные события соединяются так точно, будто кажутся организованными высшим разумом. Когда ваша внутренняя энергия гармонизирована, внешний мир отражает эту организацию, создавая идеальные совпадения, которые ускоряют ваш прогресс. Тогда почему кажется, что некоторые люди живут и чувствуют этот поток, в то время как другие, кажется, плывут против течения? Разница заключается в борьбе и сопротивлении. Каждый раз, когда вы отчаянно желаете чего-то с тревогой и страхом не достичь этого, вы на самом деле создаете вибрационное поле недостатка. Нам не нужно быть в ожидании. Вы просто делаете и знаете, что все будет. Вы делаете это просто потому, что делаете, и вам хорошо от этого. И вы не ждете результат. Вы сами являетесь результатом. Парадокс манифестации заключается в том, что чем сильнее вы чего-то желаете, тем дальше это может ускользать, потому что ваша привязанность создает сопротивление. Сопротивление возникает, когда вы ставите эмоциональные барьеры между собой и тем, чего хотите. Это может проявляться в виде сомнений, чрезмерной тревоги или необходимости контролировать, как именно что-то должно происходить. Когда вы постоянно проверяете, меняются ли обстоятельства, задаетесь вопросом, когда ваша жизнь улучшится или испытываете разочарование из-за отсутствия немедленных результатов, вы посылаете Вселенной четкий сигнал о том, что не верите в то, что желаемое уже на пути к вам. Идеальное состояние для привлечения желаемого – это такое, в котором вы уже чувствуете себя полным. Когда вы осознаете, что ваше состояние не зависит от будущих достижений, ваша вибрация поднимается, и то, что вы желаете, приходит быстрее. Вселенная реагирует на энергию изобилия, а не на энергию недостатка. Практический способ применения несопротивления – это обратить свое внимание на чувство благодарности за то, что у вас уже есть. Искренняя благодарность растворяет барьеры и настраивает ваш ум на чистоту достоинства и восприимчивости. Чем больше вы цените настоящее, тем больше причин Вселенная дает вам продолжать ценить. В благодарности также есть один скрытый и важный аспект. Если вы искренне благодарите за то, что у вас есть, вы также на пути к полному принятию и согласию с тем, что имеете. Другими словами, когда вы в согласии с тем, что происходит в вашей жизни, вы принимаете тот факт, что именно ваше восприятие формирует все вокруг вас. И вы познаете свое восприятие. Изменив свое восприятие, вы можете изменить свое познавание этой жизни. Когда вы отпускаете контроль
и доверяете потоку жизни, все начинает происходить легче. Возможности возникают в нужное время, ответы появляются без усилий, и двери открываются неожиданно. Вселенная не реагирует на отчаянную нужду, а на спокойную уверенность в том, что все уже на пути к вам.